пытается, скажем так, научить вас делать хорошее видео. Kate, you're welcome. So I like honored you and your skills, and now so you're welcome. Please, so Thank start you. your presentation. Okay, well, it's great to see so many familiar faces. And as I said earlier, for those of you who are on, I look forward to normal travel resuming so that I can be back in Russia, back in the Ukraine, go back to Israel and see you all in person. But this is a second best. So thank you for having me today. Девочки, ну, прежде всего, как я уже сказала, да, для тех, кто не говорит на русском языке, да, что как бы, ну, я рада вас всех видеть, рада особенно видеть знакомые лица, да, как бы всех тех, и честно, с нетерпением ожидаю этого момента, когда мы сможем уже по-настоящему путешествовать, да, как бы я смогу приехать в Россию, в Украину, там, я не знаю, в Израиль, и наконец-то, как бы, мы сможем встретиться вживую, но, как говорится, поскольку эта опция пока недоступна, то вариант, значит, как бы встречи в Zoom тоже неплохой, поэтому, как бы, добро пожаловать на эту встречу всем. I have had the privilege of being on the Project Kesher board, I think for about 5 years now. And even before that, I helped with video production. So I guess it's about time we have a little talk about video, since all of us watch many more screens than we used to. And since we know video can be a very powerful tool when trying to get our Project Kesher message out there. Я уже являюсь членом совета директоров на протяжении, Кейт говорит, по-моему, лет 5, да, и, ну, даже до того, как я стала членом совета директоров, я помогала создавать видео для проекта Kesher, да, и я думаю, что пришло время нам поговорить, собственно, о создании видеоматериала, да, как бы, и вы прекрасно понимаете, что сейчас, когда мы, как говорится, вступили в время, где использование видео, да, и вообще онлайн всякой продукции просто, как говорится, превзошло все возможные и невозможные ожидания. То есть вы понимаете, что это видео может стать реально очень сильным инструментом продвижения организации. And before I start, I've prepared a PowerPoint presentation, but I would just like to say, this might sound funny, but I consider myself an amateur, not a professional. And that's okay, because amateurs can make great, fabulous videos. So none of us needs to be a professional, and we can still make wonderful video. И прежде чем я приступлю к презентации, я подготовила вам презентацию PowerPoint, да, как бы я хочу сказать одну вещь, может быть, она прозвучит смешно, как бы, учитывая, скажем, да, опыт работы Кейт, но она говорит, я считаю себя не сколько профессионалом, сколько любителем. Вот, говорю это для того, чтобы вы понимали, что любой любитель может делать прекрасное видео, да, при определенных, как говорится, навыках и определенных условиях. I'm better with video, though, than I am with PowerPoint. So let's see if I can successfully share my screen and start this presentation. Ну, Кейт говорит, как бы с видео у меня, как говорится, дружба намного лучше, чем с PowerPoint, поэтому как бы я сейчас, надеюсь, успешно вот развернула экран, вы все видите, да, как бы свой, и сейчас вот слайд-шоу включит. Yeah, Kate, Okay. You are, yeah, as powerful in PowerPoint as in videos. Wonderful. In the United States, the first class you take in college is 101. So the first English class is English 101. The first biology class, the introductory class, is biology 101. So I'm calling this video production 101. То есть, знаешь, как бы в Америке первый, скажем, ну, в школе или в университете, в колледже, где бы вы ни начинали учебу, значит, как бы первый урок любого предмета, там, биологии, хоть английского языка, хоть чего угодно, как бы называется, значит, как бы урок 101, ну, не знаю, 101, ну, скажем так, типа, как бы, вот поэтому я и называю, ну, как бы наше вот занятие, первое занятие 101, 101. Okay, our goal, your goal, is to, quote, produce a compelling, thought-provoking, sometimes entertaining video that makes viewers think, question, feel, or want to act. In other words, you want to create a video that people like to watch. Смотрите, ну как бы ваша цель, да, ваша цель это как бы создать видео увлекательное, которое, значит, побуждает людей задуматься о чем-то, да, в какой-то мере оно немножко развлекательное, приятное, оно дает, скажем, типа, ну, побуждает вас мыслить, задавать вопросы, чувствовать что-то, да, как бы, ну, и, возможно, побуждает к действию. То есть, как говорит, другими словами, вы должны создать видео, которое людям будет приятно и интересно смотреть. So how do we do that? There are 3 steps to make it happen, and they are pre-production,
production, and post-production. And we'll walk through all three briefly. То есть каким образом мы это будем делать? Да, как этого добиться результата? То есть есть 3 этапа, да, скажем, которые мы должны пройти для создания такого эффективного видео. Первый – это предварительный этап, затем этап самого создания и этап после создания, завершающий этап после создания видео. So the first step in pre-production is planning. It doesn't sound glamorous, but it's really important. And the more planning you do, the better the video will come out. Смотрите, как бы первый предварительный этап, да, это планирование. Он как бы не звучит так вот круто и гламурно, как говорится, да, но это на самом деле один из самых важных этапов. Чем более тщательно вы вложите, как бы, чем больше усилий вы вложите в подготовку, тем лучше у вас получится видео. So ask yourself these questions before you start. What will this video be used for? A meeting, a conference? Who's the audience? Is it potential donors, Project Kesher members, potential members? What is the message? What are you trying to say? What's the tone of the video? What's the goal? What do you want people to do when the video is over? Will the video include voiceover, someone talking in the background, or will it just be faces with people talking, soundbite driven? And when will you play the video? That gives you a sense of when you need to start moving. Смотрите, когда вы, значит, будете планировать видео, вы должны ответить для себя на следующие вопросы. Для чего будет использоваться, прежде всего, это видео? Да, скажем, оно будет для встречи, конференции, в социальных сетях презентоваться. Кто будет целевой аудиторией? Да, кто будет аудитория этого видео? Это потенциальные спонсоры, члены организации, да, ну, как бы и так далее, скажем. Что, как говорится, какой месседж, да, типа, что вы хотите сказать этим видео, другими словами, да? Какой тон задает это видео, вдохновляет, развлекательное, или же как бы, мы отмечаем, празднуем что-то, да, скажем так, какое-то, другими словами, какие останутся эмоции, ощущения после этого. Какова цель? Цель как бы подтолкнуть к действию, осознать что-то, понять, или как бы, оказать кому-то, как говорится, почтить кого-то, или же, скажем, показать самые яркие моменты какого-то мероприятия. У видео будет, скажем так, использовано с наложением речи на какие-то просто, как бы с закадровой озвучкой, да? Или это же будет просто видео, где сами действующие лица говорят, да, как бы нету закадровой озвучки. И, собственно, как бы дата, да, время, когда будет это видео показываться. Okay, so we mentioned 2 things there. When you're thinking about what kind of video you want to make, there are 2 main kinds. One has voiceover, which you'll hear a narrator talking over the video. Смотрите, в этом, как бы, перечисляя вопросы, да, вы, возможно, обратили внимание, мы упомянули 2 типа видео, которые мы создаем. То есть первый – это с закадровой озвучкой. Это когда, значит, повествователь, да, типа там, как бы, будет, скажем так, это когда автор, да, этого видео будет, скажем, постоянно озвучивать события, происходящие на видео. So here's an example of a video that has voiceover. Вот пример видео такого рода. No, that's okay. So they understand. Our journey begins in 1987 with a chance meeting of 2 women, Sally Gratch from Evanston, Illinois, and Svetlana Yakomenko from a suburb of Moscow. So literally you're hearing voice over the video. In that case, I'm narrating it, and you all can narrate your videos in your language of choice, and with whoever's voice wants to voice it. We just chose me for this one in New York. That's voiceover. Yeah. Смотрите, то есть, как бы, закадровая озвучка, да, или наложение речи, я не знаю, как, как лучше, да, это, скажем так, способ создания видео, когда, рассказчик, да, собственно, и озвучивает свое видео. Вы на своем языке, да, какой там, на каком вы говорите, или какой вы выбрали, и я вот как бы у себя говорю на английском. Another kind of video, which we often do, is soundbite driven. When people speak, something somebody says is called a soundbite. So in a soundbite driven video, we're just hearing people speak. There's no narrator.
Here's an example, and I'll give it after Galia speaks. Yeah, that's what I wanted. И следующий тип видео — это видео, в котором идет, скажем, речь самих людей, которые показаны на видео. Да? То есть здесь уже нету рассказчика, за кадром никто не говорит, и это, скажем, будет, здесь говорят люди, собственно, которых вы снимаете. И сейчас, как пример, вот Кейт покажет такое видео. Кейт. Karen is a woman who is driving, committed, passionate. Karen is an amazing mentor, and she really cares about the women in her life. Karen will cry at the drop of a name, and that's her sensitivity. And I think. Okay, so if you heard it in that, people are telling the story, and what people say are sound bites. Galia, could they hear that? Yeah, okay. So, смотрите, то, что вы здесь слышите, это истории, рассказанные конкретными людьми, и вот эти истории, собственно, называются речь действующего лица, сюжет. To figure out which of those two videos you're going to produce. То есть вы должны решить для себя, какой тип, скажем, какое из этих видео, какое из двух видов видео вы хотите создать. Before either production, you know you're going to be interviewing people, so you want to come up with questions beforehand. I always show up at shoots. What's happened? Can you still hear? Now yes, I can, but it was like doubled and tripled your voice. I mean, like. How about now? Now it's okay. So, one of the steps in pre-production is to write your interview questions in advance. And you want to create those questions based on your messaging. These are the questions that you're going to ask people wherever you are. When you're shooting an interview, can I ask you a few questions? Tell me what's happening today. And you want to write down the questions in advance before your shoot. Смотрите, девочки, то есть для того, чтобы создать такого рода видео, да, скажем, целевое, да, вы, скорее всего, будете брать интервью у людей, да, то есть, скажем, вы будете спрашивать, записывать, их ответы на вопросы. Такие вопросы нужно подготовить заранее. Более того, скажем, вопросы должны быть составлены, как говорится, не пальцем в небо, да, а вопросы должны быть, скажем, составлены в рамках месседжа, в рамках идеи, которую вы преследуете. То есть это не просто, например, что вы встретили этого человека, подошли и говорите: о, что происходит, расскажи мне, как твои дела, чем занимаешься. То есть здесь должны быть продуманные вопросы. Соответственно, вы их, естественно, должны заранее подготовить. Okay? And remember to ask the basic questions. Write these down just in case. Who, what, where, why. Where are we? Who's here today and what's happening is a question you can ask them. Why is Project Kesher holding this event? What is the goal? Basic questions that get the person you're speaking to open up about what they want to talk about. Смотрите, и какие бы вопросы не планировали подготовить, не забывайте о базовых вопросах, вопросы кто, что, где и почему, да, как говорится, кто сейчас здесь собрался, да, проект Kesher, что и так далее, для чего мы здесь собрались, кто проводит это мероприятие, то есть, есть какие-то, базовые вопросы, которые отвечают на, которые, скажем так, продвигают идею, кто проводит мероприятие, зачем оно делается и какая цель этого видео. You also want to create a sense of importance by including questions like, why is it important that we're here at the Knesset today? Or why is it important, if you're doing a video on women's health, why is it important that women advocate for their health? To give a sense of importance to the video you're creating. Смотрите, вы можете добавить такое значимости своему видео. Значимость можно добавить, формируя или формулируя соответствующие вопросы. Например, вы задаете человеку, интервьюируемому человеку, вопрос следующий, почему так важно сегодня, нам принять участие в заседании Кнессета, да, или же, если это вопросы какие-то женского здоровья касающиеся, да, вы спрашиваете, почему важно заниматься вопросами женского здоровья, да, почему важно продвигать и отстаивать такие моменты. То есть, таким образом вы поднимаете значимость, показываете значимость данного вопроса. For a voiceover script, that's with narration, consider writing a rough draft before the shoot and leave openings, blanks, where sound bites might go.
And then for a soundbite driven script, when you're just going to have people talking, create an outline in advance of how you think the video will go, with a beginning, middle, and end, knowing that it might not turn out this way, but it's great to go in with a guide. Смотрите, как бы, если вы собираетесь как бы взять видео первого типа, да, где будет какая-то закадровая озвучка, да, как бы наложение речи, вы должны создать, ну, не создать, как бы, ну, скажем так, написать такой предварительный план, предварительный сценарий, как бы, всего, как бы, и для того, чтобы, ну, скажем, для того, чтобы знать, как это все, ну, скажем, происходит. Если же вы собираетесь, как бы, скажем, типа, если же вы собираетесь, как бы, снимать видео, где сами интервьюируемые, скажем, говорят, да, вы должны как бы продумать план, как видео будет начинаться, что будет в середине и как оно будет заканчиваться. Да? То есть в первом типе видео вам еще необходимо как бы оставить какие-то там пустые места, какое-то место для того, чтобы, ну, возможно, вставить туда кусочки вот как бы речи, да, ну, скажем так, то есть если вы будете комбинировать закадровую озвучку, да, и где-то как бы речь самих участниц. Вот. Кейт говорит, вполне может случиться, что, как говорится, все не пойдет по плану, но как минимум у вас будет плюс-минус хороший план. Кейт? Now we're on to production. Now it's time to actually film the video that we spent all this time planning. This is the fun part. Так, а теперь, знаешь, подходим к такой веселой, интересной, увлекательной части. Собственно, съемка самого видео. Наконец-то начинаем съемки того, что мы так долго планировали. Okay, first part, filming. Most of us these days film with our smartphone. You don't necessarily have to have a professional camera. We can all make a video. The biggest tip, though, is to hold your camera horizontally, like your TV screen, not vertically. Horizontal, good. Vertical, not good. Так, смотрите, как бы, ну, первая такая азы, что называется. Значит, сейчас мы чаще всего, как бы, у нас хорошие телефоны, да, скажем, и мы снимаем на видеокамеры, которые в наших телефонах. Не обязательно иметь профессиональную какую-то камеру для того, чтобы снять, ну, хорошее, неплохое видео. Но, значит, как бы, основной, значит, как бы, первый и основной базовый момент здесь, как бы, в этой работе, вы должны снимать горизонтальное видео, так его держать, да, как бы, а не вертикальное. То есть, как бы, как, ну, Кейт говорит, типа, горизонтально хорошо, вертикально плохо. Кейт? So when you're interviewing someone, where should you interview them? What should be behind them? We call what's behind them a background. Смотрите, как бы, когда вы будете брать интервью у собеседника, вы должны подумать о том, где будет происходить это интервью и что будет позади человека, которого вы берете интервью. Ну, собственно, как бы, какой фон, да? Мы называем это как бы, то, что позади, это фон, задний план, скажем. You want your background to be interesting, but not overwhelming. If you've got a bookshelf, a lamp, or a plant, that can sometimes spruce up a background. And you want to avoid shooting in front of white walls or shooting directly into a window. Do not shoot directly into a window. Смотрите, как бы задний план, как бы фон, должен быть интересным, но он не должен подавлять, да, то есть как бы он не должен быть доминирующим. Это может быть какая-то полка, да, или там, я не знаю, светильник, или же, ну, вазончик, какое-то растение, да, скажем так, ну, такие детали могут как бы приукрасить, да, приукрасить как бы картинку. Избегайте белых стен, то есть как бы и основное как бы не снимайте, скажем, напротив, ну, как это, не направляйте камеру на окно, на источник света. Okay. So top left, you see Vlada, she's in front of a bookcase. Top right, you see Barbara, she's in front of a bookcase, and there's a plant. That's pretty common in production. Yeah. Так, смотрите, это значит на верхнем левом углу на картинке вы видите Владу, да, она на фоне книжного шкафа. Справа у нас там, по-моему, Барбара, я просто не вижу картинку, как бы, и она тоже на фоне книжного шкафа, но там еще есть вазончик. Это такая типичная, как говорится, расстановка вещей для видеокадра. Okay. Bottom left, you'll see a backdrop. For a series of videos, we used one of the Project Kesher colors, just a seamless backdrop. You can always shoot someone in front of a backdrop, or you can use what's available. Diane Wall, past board chair. We were in a museum. We couldn't just find a bookshelf, a plant, or we didn't need to. We were somewhere exciting, shoot where you are, whatever is there, you make it work. And in a museum, you have a lot to make work.
Окей, смотрите, то есть как бы, иногда мы, ну вот как практики, да, как в организации, можем, ну, наши базовые цвета можем использовать как фон, да, вот backdrop, да, типа это как бы заставка своего рода, это фон, который мы, ну не фон, как в первом случае случайный фон, да, но это тот, как говорится, своего рода декорации, которые мы искусственно оформляем, как бы делаем для того, чтобы как бы посадить человека на фоне этих декораций, как бы. Или же можно, в принципе, как бы не обязательно должна быть, как говорится, такая подготовленное место, да, это может быть какое-то спонтанное, скажем, место, ну, в зависимости от того, где вы проводите съемку. Если вот как бы Барбара, ой, не Барбара, Даян, как бы, Даян, yeah, so like in the, она, короче, в нижнем правом углу, скажем, картинка. Даян, по-моему, как бы она в музее, да, ее снимали. Соответственно, как Кейт говорит, типа, в музее можно найти очень много мест, которые, скажем, будут служить хорошим таким задним планом, хорошим фоном для того, чтобы взять интервью. И не нужно, как говорится, искать вазончик или полку. Okay? Okay. This gets a little complicated, so if it goes over your head, it's okay, but we'll try. Так, значит, как бы сейчас мы перейдем немножко к более сложной части. Если, конечно, она будет вам как-то взрывать мозг, ну, я надеюсь, не будет, как бы постараемся, попытаемся сделать это корректно. Okay? It's not the most important, but framing of interviews, where should the people be? Generally, you have the subject, the person you're interviewing, looking off camera. You see Karen's looking off camera because she's talking to me. Barbara's daughter, Manya Ellenberg, is looking off camera, so she's looking to me instead of straight at the camera. They're looking off camera, and they've got space in the frame in front of their faces. There's space on the right side of Karen, there's space on the left side of Manya. Окей. Смотрите, как бы, это, возможно, конечно, не самый важный момент, но это достаточно важный момент, как бы именно как оформление кадра, да, оформление самой вот этой как бы картинки. Смотрите, на первой вот слева картинке, да, как бы у нас Кэрен. Кэрен говорит, как бы, но она не смотрит на Кейт, да? Кейт у нее берет интервью, но Кэрен как бы смотрит не в камеру, а в сторону куда-то от камеры. Точно так же, как бы, на другой, на правой картинке у нас Маня, дочка Барбары Гликстейн, да, типа, она тоже смотрит не в камеру, и в сторону. И смотрите, в зависимости от того, в какую сторону человек смотрит, как бы, вот смотрит как бы влево Кэрен, да, типа направлено, слева от нее остается больше пространства, видите, больше как бы свободного пространства на картинке. И точно так же Маня, она смотрит вправо, и справа от нее больше свободного пространства на картинке остается. The reason we usually film with people looking off camera and not to camera is because when you look off camera, it feels like you're having more of a conversation with somebody. It's a little bit more natural than staring at a camera lens. Окей. Смотрите, причина, по которой как бы, мы стараемся снимать видео, ну, интервью, да, как бы интервьюировать человека, скажем, когда он смотрит как бы в сторону куда-то, а не смотрит там прямо непосредственно в камеру, это причина в том, что так интервью выглядит более живым. То есть как бы кажется, что человек разговаривает с каким-то собеседником, да, как бы, а не просто, вот, ну, грубо говоря, втыкается вот так прямо в камеру. Okay. Here's some examples of framing, a little blurry, but you'll see the good versus the bad, the proper versus the improper framing. Вот смотрите, вот как бы примеры, несколько примеров, скажем, типа, как можно, скажем, формировать кадр, да, типа, скажем так, как его оформлять, обрамлять. Вот. Они немножко размытые, как бы, картинки эти, ну, в принципе, вполне понятно, хороший и, как говорится, удачный и неудачный вариант. Okay. Top left is a good shot. There's space in front of the woman's face talking. So she's towards the left, and there's a whole chunk of space in front of her as though she's looking at you. On the right, she's looking off screen. And then there's this whole blank abyss. That doesn't work. Similarly on the top. Okay. So, смотрите, как бы верхний, берем сначала две верхние картинки. Верхняя левая картинка, да, как вы уже поняли, как бы она правильная, ну, скажем, типа хорошая, типа, смотрите, женщина смотрит как повернута влево, да, она как бы смотрит вроде в эту сторону, сама она помещена как бы в левый угол, да, картинки, и вроде как остается какое-то пространство, куда она может смотреть, да, как бы, типа, ну, что, вот где написано плохо, да, типа вот правая картинка, здесь уже снято, ну, здесь как бы постановлен кадр, как бы размещена женщина на этом кадре неправильно, как бы нехорошо. Почему? Потому что как бы сама она смотрит куда-то в сторону, но за ней, как Кейт говорит, просто остается какая-то белая бездна. Ну, то есть как бы ничего, ну, в том плане ничего не происходящее за ее спиной. Okay.
Sometimes, though, you do want to look straight to camera. It's when you really want to give an important, impactful message, where you really want to speak straight to everybody and get your voice heard. Мгм. Смотрите, но иногда как бы есть случаи, когда нужно нужно говорить прямо на камеру, то есть и смотреть прямо в камеру, там, снимать так человека. Это должно происходить в том случае, когда вы хотите произнести какой-то сильный, ну, скажем, дать какой-то сильный посыл, да, какой-то месседж, который вы хотите, чтобы был услышан всеми, да, информация, которую вы хотите донести всем, она сильная, она эмоциональная, как бы, и глядя непосредственно как бы в камеру, вы как бы разговариваете со всеми, вы как бы говорите это всем и каждому. Okay? And here's an example of that. I am Project Kesher. I am Project Kesher. I am Project Kesher. I am Project Kesher. We are Project Kesher. And you see, we had them look straight to camera for impact. You felt Elena speaking to you. You feel Sally speaking to you, and you do this for impact. И вы понимаете, да, что как бы это было сделано для того, чтобы, ну, произвести впечатление, да, как бы вы такое чувство, что Лена говорит прямо с вами, вот, да, типа, или Сэлли говорит непосредственно, обращается прямо к вам. То есть как бы такие съемки проводятся для того, чтобы оказать, ну, скажем, произвести впечатление, оказать влияние. I am Project. And, another thing you want to consider when you're filming, when you're on your shoot, is B-roll. B-roll is another word for footage used to cover the main shots and the people talking. Смотрите, как бы следующий момент, о котором вам нужно подумать, когда вы формируете видео, это материал для закадрового оформления сюжета. Ну, грубо говоря, скажем, у нас, то есть это те кадры, те съемки, скажем, которые вы делаете для того, чтобы как бы их потом вставить, как бы вставить, скажем, фоном интервью. The reason for this is sometimes you want to see what the person is talking about. For instance, at a mother-daughter retreat, you'll probably interview someone telling you about the retreat and saying that moms and daughters were hanging out together. So you want to get footage of moms and daughters talking, working, laughing together. Смотрите, причина, по которой мы как бы снимаем такой материал, да, это причина состоит в том, что очень часто, как бы, скажем, следует показать то, о чем человек говорит. Ну, вот, например, берем семинар мамы-дочек, да, как бы, ну, если это семинар мамы-дочек, да, как бы, то они, возможно, говорят о том, как хорошо проводят время, как им, значит, вместе, да. Соответственно, как бы вы берете интервью, а параллельно на фоне интервью, как бы, да, картинкой показываете, как мама с дочкой разговаривает, да, ну, работает, или там смеются вместе, вот такие какие-то моменты. Кейт? Similarly, if you're doing a video about our popular English speaking program, you'd want to capture using your iPhone horizontally a Project Kesher woman sitting at her computer and talking via Zoom or Skype. You want to show her actually doing this, not interviewing, being interviewed, but actually talking to her friend in the United States. And you want to show the person, her friend in the United States, on screen. Смотрите, опять же, если мы берем другую программу как пример, да, программа, скажем, где мы изучаем английский язык с носителями языка. Да? Скажем так, ну, прежде всего не забывайте держать камеру горизонтально, вот, а не вертикально, но вы снимаете, значит, как бы видео так, чтобы показать, что, ну, вот женщина сидит за компьютером и разговаривает с кем-то по Zoom, ну, как бы в Zoom или в Skype, да, как бы, то есть вы показываете, скажем так, то есть вы, скажем, снимаете так, чтобы показать, то есть не говорите, не снимайте непосредственно прямо этого человека, как бы, но показывайте как бы фоном, что вот этот человек, как бы, типа, разговаривает с кем-то из Америки, да, типа, скажем, по Zoom или по Skype. Возможно, можете показать того другого человека, собеседника на экране. Sound is important. When you're conducting interviews, you want to be able to hear what the person is saying. Так, значит как, звук очень важен, потому что, проводя интервью, желательно слышать, что говорит человек в ходе этого интервью. Now, most smartphones have pretty good sound, and if you are able, if you have an extra $22.98, I sound like I'm plugging Amazon, you can buy a smartphone microphone that plugs into your smartphone that you can wear on your lapel. Because think about it, if I have a microphone here
or a phone here, which is going to record my audio better? The microphone. So if you can have a microphone, get one. If not, your sound on your phone is just fine. Окей. Смотрите, девочки, то есть как бы большинство смартфонов как бы имеет достаточно неплохую как бы звуковую карту, да, встроенную, как бы, но если у вас есть, как Кейт говорит, дополнительные $22.98, Кейт говорит, я как бы рекламирую какой-то продукции на Amazon, вот, но, скажем так, вы можете купить дополнительный микрофон, который подсоединяется вот как бы к смартфону, и вы его можете прицепить, ну, на лацкан или где-то там кофточке, и, соответственно, как бы, естественно, звук будет четче или чище, то есть потому что как бы у вас будет микрофон, да, непосредственно уже как бы вы будете говорить прямо в него, но если у вас как бы нет возможности или нет желания, как бы, скажем, это делать, как бы, то сам звук на телефоне тоже вполне нормальный. Okay? Some tips for getting good sound, whether you're using a phone or a microphone. If you can, try to do your interviews in a quiet spot without background music. If you're somewhere where they're playing music, ask if they can turn it off. If they can, great. If not, you deal. Смотрите, как бы, вот какие-то, ну, как мы уже сказали, да, звук имеет значение. И вот несколько советов по поводу того, как бы, как сделать качественный или хорошую запись с качественным звуком. То есть, прежде всего, ищите какое-то место, ну, уединенное, ну, даже не сколько уединенное, насколько тихое, да, как бы не шумное, чтобы на фоне не играла никакая музыка, как бы, да. Если, ну, где-то вы едете там или путешествуете и играет музыка, если вы можете попросить, чтобы эту музыку, как говорится, приглушили или выключили, отлично, ну, нет, так нет. Okay. The joke in production is every time you turn your camera on, a train, a plane, or a loud car rolls by. If you can stop and wait for said vehicle to go by and then resume filming, fabulous. If you can't, so be it. Okay. Значит так, уже фактически такая, как говорится, печальная шутка, которая ходит, как говорится, скажем, о несчастных операторах, которые как только берут в руки камеру, сразу же либо поезд проезжает, либо самолет пролетает, либо какой-то грузовик проносится. Ну, в общем, что-то шумное и громко. Если у вас есть возможность на минутку, как говорится, остановить видео, да, как бы и потом начать воспроизведение дальше, прекрасно. Если нет, ну, как говорится, уже как есть, так и есть. The caveat with sound is do the best you can. You look for a quiet spot, but life happens and we roll on. Так, значит, как говорится, совет, основной совет. Да? Просто старайтесь сделать все как можно лучше. Найдете тихое, спокойное место, божественно. Ну, не найдете, как говорится, это жизнь. Lighting. Most of us don't have professional lighting. That's okay. Try to shoot in a well-lit place. Use natural lighting. If you're outside, use the sun to your advantage. If you're inside, try the lighter part of the room, not the dark corner. Okay. Смотрите, как бы, значит, свет. Свет не менее важен, чем звук. Да? Как бы у большинства из нас нет профессиональных осветительных приборов. Да? Как бы, соответственно, как бы мы находим место хорошо освещенное. Как бы, значит, находим хорошо освещенное место. Если это естественный свет, то это прекрасно, как бы естественный свет, да, как бы дневной свет. Если же вы находитесь в помещении, то желательно, как говорится, найти самое освещенное место этого помещения, а не забиться в какой-то темный уголок. If you're in a room with windows, use the window to help light the face of the person you're interviewing. Don't put the interviewee. In this case, we wouldn't have put Diana in this clip with her back against the window. We had the window lighting her face. Смотрите, как бы, если в комнате, ну, в помещении, скажем, да, в котором вы производите съемку, есть окно, окно можно очень хорошо использовать, как бы, для этого, скажем, вы размещаете человека, у которого берете интервью, которого снимаете, как бы, напротив окна, то есть не окно позади, да, то есть, как бы, вы не снимаете, как бы, в окно, как бы, а вы садите человека так, чтобы свет освещал его или ее лицо. Вот Дайан, смотрите, здесь как раз, да, мы не снимаем ее за спиной, вы не видите ее окно. Как раз за ее спиной, вернее, вы не видите окно, да. Как раз наоборот, скажем, свет от окна освещает ее лицо. Okay? True story. This interview with Diana was for Barbara Glickstein's video. My camera, my professional camera broke 30 minutes before Diana showed up at my house. So I pulled out my smartphone and I put her exactly where I would have put her with my quote unquote professional camera. I put her looking off camera, looking to me,
and still was able to get a pretty shot with a smartphone. Смотрите, это как бы реальная история, не вымышленная. Вот вам как бы пример из жизни, что называется. Даян, ну как бы Барбара договорилась, что Даян придет ко мне на съемку, и за 40 минут до того, как Даян приехала, случается, как говорится, печальное событие, и моя профессиональная камера просто ломается. Ну как бы и я не могу ничего сделать. Соответственно, как бы я беру свой мобильный телефон, да, как бы телефон, размещаю как бы его точно там же, где я бы поставила профессиональную камеру, как бы, и произвожу съемки по тем же правилам, да, по которым я бы делала все это с профессиональной камерой, и вот как бы, ну, несмотря ни на что, у меня получилось как бы сделать неплохой, скажем, кадр. There's a saying in the United States, never let them see you sweat. I was sweating. I was pretty stressed, but it was a good example for myself and for you to know that you can make anything work. Yeah. Есть, как говорится, поговорка в Соединенных Штатах, как говорится, не показывай другим свои слабости. Ну, дословно, если, то есть не показываешь, что у тебя уже, как говорится, пот струится, да, там по лбу с перепугу. Но Кейт говорит, я, грубо говоря, меня бросила в пот, другими словами, да, то есть мне было страшно, вот, но зато это оказалось как бы прекрасным опытом и прекрасный теперь, как говорится, пример, который я могу, ну, дать вам, да, и показать, что можно добиться хорошего результата даже самыми простыми, как бы, подручными средствами и в разных ситуациях. Okay? Some interview tips. Someone had mentioned this in the chat before. When you're out doing your production and you're interviewing someone, it's a good idea to ask the people you're interviewing to repeat the question in the answer. For example, why are mother-daughter retreats so important? Mother-daughter retreats are so important because. Why is the sky blue? No, what color is the sky? The sky is blue. It's better than just blue. And you can encourage your interviewees to answer this way. Yeah, okay. So, смотрите, как бы, ну, мы уже, скажем, предварительно обсуждали, говорили о том, что, ну, какие-то советы по тому, как бы брать у человека интервью, да, скажем, ну и опять же, возвращаясь к вопросам. То есть вам нужно формулировать вопросы так, задавать такие вопросы, как бы, и, в принципе, как бы подталкивать человека к тому, чтобы, отвечая на вопрос, в своем ответе он повторял часть вопроса. Ну, смотрите, я приведу пример. Мне кажется, я как-то так на русском наговорила, боюсь, что не совсем понятно. Вот из примера станет понятно. Почему семинар мам и дочек настолько важен? И ответ должен звучать следующим образом. Семинар мам и дочек важен, потому что. То есть, как бы вы повторяете в ответе, ну, не вы, как бы там интервьюируемый человек повторяет в ответе часть вопроса. Или, как Кейт говорит, типа, почему небо голубое? Потом она, какого цвета небо? И не просто синее там, или голубое, как бы небо цвета там, не знаю, типа небо синего цвета. То есть все равно какое-то слово из вопроса вы вносите в свой ответ. Okay? And this is all so that you get complete sentences and not just fragments. Example, why are mother-daughter retreats so important? Because they're fun. That's not a complete sentence. But mother-daughter retreats are so important because it's a fun day where I get time to spend with my mom. Смотрите, как бы делается это, ну, для того, чтобы предложения звучали полноценно, а не как обрывки какие-то, как фрагменты. Потому что, смотрите, если, например, я спрашиваю, почему семинары мамы и дочек настолько важны, я говорю, ну, потому что, типа, интересно. Ну, потому что интересно, это не полное предложение, да, скажем, там нету, скажем, всех необходимой структуры. Соответственно, как бы, типа, ответ должен звучать следующим образом. Ну, типа, семинар мамы и дочек интересно, да, потому что мы, типа, проводим, я там провожу время со своей мамой и так далее и тому подобное. Понятно? Another strategy, you can consider a repeat and complete question statement. Like, hey, can you repeat and complete this statement because of the English speaking program and they can say anything they want. So it could be, because of the English speaking program, I can now speak with my friends in the United States from Project Kesher. Or because of the English speaking program, I can now apply to jobs that require multi-languages. And people fill it out almost however they want. Okay. Смотрите, как бы, есть еще другой вариант интервьюирования, да, скажем, это может быть вопрос, который содержит в себе, скажем так, типа,
повторение и побуждает к какому-то ответу. То есть вы должны закончить предложение. Грубо говоря, закончите, завершите это предложение. Повторите первую его часть и завершите его после меня. Например, типа своего рода. Вы задаете такой вопрос. Не могли бы вы закончить, повторить, скажем так, сначала и закончить следующее предложение? Благодаря программе, скажем, программе, как она называется, программе изучения английского языка, там типа я, и что вы дальше добавляете? Например, вы говорите, у меня, или там у меня появилась возможность общаться с моими подругами, которые проживают там и в Соединенных Штатах, да, там англоговорящим. Или же вы говорите, благодаря, скажем, этой программе, благодаря программе там, изучения английского языка, я могу сейчас устроиться на работу или на должности, которые требуют знания нескольких языков. Ну, поняли? То есть вы сначала повторяете, повторяете и первую часть предложения, и даете свое. То есть, чтобы вы, скажем так, человек отвечает то, что считает необходимым. Кейт? And then when you're in the edit later, which we'll talk about, you can almost do a mashup and show different parts of people's answers, which is fun because they've all said the same thing for the first part. Because of the English speaking program, and you can mash up their answers. It's fun in post-production. И смотрите, и тогда уже редактируя видео, да, типа когда вы там уже обрезаете, что-то делаете, благодаря такой структуре подачи вопроса и ответа, у вас получается возможность делать такой своего рода коллаж, да, вырезку. То есть, например, смотрите, первая часть предложения будет же у всех одинаковая, да, типа благодаря курсу, типа там, благодаря программе там, изучения английского языка, а вторая часть у всех будет разная. И вы можете не брать первую часть, как говорится, да, у каждого, а просто, как говорится, набросать, нарезку сделать такую, да, из ответа второй части предложения. Okay? Finally, always ask at the end, is there anything you'd like to add? Because sometimes you might have drafted 5 or 6 questions, but you might have not asked the most important question. Or the person you're speaking to might have such an important, incredible piece of information that they have inside, and we want to give them the opportunity to tell us that. So is there anything you'd like to add that I haven't asked you? То есть и не забывайте, самый основной момент, в конце любого интервью вы должны задать следующий вопрос. Может быть, есть что-то, что бы вы хотели еще добавить, да, что бы вы еще хотели сказать. Потому что бывает, несмотря на то, что вы сформулировали кучу вопросов, да, там подготовили их, и все по ним, как говорится, хорошо прочлись, и все прекрасно. То есть, возможно, вы не задали самый важный вопрос, да, который даст понять эту идею. Или же у человека, как говорится, внутри есть какая-то там такая, я не знаю, яркая мысль или идея, которую вы должны просто предоставить ему там, или ей там возможность высказать эту мысль. Поэтому не забывайте спрашивать в конце, хотели бы вы еще что-либо добавить? This I'm going to go through just real quickly because it's something I've seen some of you do. Sometimes you're asked to give a personal greeting, or you're asked to be at a meeting, but you can't be present and you need to give a video message in advance. Or it could be something like Olya's 1 minute of Torah. So here are some smartphone tips to deal with those kind of greetings via video. Смотрите, девочки, то есть сейчас этот кусочек мы презентация очень быстро пробежимся по нему. Это такие своего рода, приветствия, да. Иногда вы не можете лично присутствовать, да, на каком-то мероприятии, и, соответственно, вам нужно записать что-то заранее и потом уже подать это как приветствие. Или же это как например, Оля Вайнштейн делает, да, минутка Торы, да, соли, и она тоже делает такие короткие, скажем, там, вступления своего рода. Поэтому как снять небольшое, скажем, типа вступление или небольшое видео на мобильный телефон. Some tips. Film during the daytime for lighting reasons, in a quiet location, with good window light, and remember to place the camera on a solid surface so that it doesn't move around. If you have a tripod, great. If not, just back it against the wall on a solid surface. Смотрите, значит так, снимайте видео в дневное время, прежде всего, да, по причине того, что в дневное время свет лучше, да, снимайте в каком-то тихом месте, скажем так, чтобы не было какого-то дополнительного шума, и поставьте камеру на какую-то, скажем, не шаткую основу, да, на прочную основу, для того, чтобы она устойчива была. Okay? Orient the camera horizontally, of course. Film in a chair that doesn't move, because the worst thing
If you're giving a video message, it's so nice to be receiving this award. You want to be sitting still. And also place the camera 1 to 2 feet in front of you. So you've got some space so that you're only showing kind of the upper part of your body. Окей. Смотрите, как бы, ну, опять же, типа, возвращаясь к вопросу, типа, что камера должна быть зафиксирована, да, то есть, как бы, это не должно быть съемка такая, где вы там все болтаетесь, шатаетесь на стуле, качаетесь. То есть вы должны сидеть, как говорится, и не дергаться. Ну, имеется в виду, как бы, съемка должна вестись, как бы, в статическом положении. Вот, ну, горизонтально, опять же, как я уже говорила. И, скажем так, съемка, ну, вы должны... снимать объект, который находится на расстоянии, ну, около 1-2 футов от камеры. Это фут, это сколько там? 80 сантиметров? 80? How many centimeters is feet? I just can't remember. Feet. 2.5 centimeters to an inch. Okay, let's say, okay, so... asking me to do math. I just can't remember. Так, если кто-то помнит, сколько 1 фут, значит, на расстоянии 1-2 метров, я думаю. Сколько? В районе 1,5 метров или метра. Ну, вот как бы, мне кажется, что это фут около метра, там что 80. Ну, в общем, честно, девочки, не буду врать. В общем, 1-2 фута, а вы себе там просчитайте, где-то прогуглите, прокалькулируйте. Это, скажем так. И помимо всего прочего, скажем, съемка должна вести так, чтобы видно было как бы верхнюю часть тела только, да, то есть не в полный рост, как бы. Yeah, Kate. And this, you might have to try a couple of times and refilm. It's okay for it to take a couple of takes if you're being honored or if you need to send a personal greeting. If you have to do 1 or 2 times and pick the best one, that's okay. And the most important thing is don't leave too much headroom and don't cut off your head. No one wants to see a video without a head. Окей, значит так, типа, ну, естественно, что, ну, может не получиться с первого раза, да, как бы, может понадобиться больше, чем одна попытка для того, чтобы снять хорошее приветствие, да, как бы, ну и, скажем, естественно, надо как бы надо постараться, ничего плохого здесь нету, как бы, чтобы сделать несколько попыток. И опять же, как бы не забывайте о том, что, что должна быть видна верхняя часть, как говорится, тела человека, и опять же, скажем так, не слишком много места должно оставаться, что, типа, то есть человек не должен быть снят вот так, когда его только там нос видно, да, все остальное пространство белое, но и вот, как Кейт показала, вот так, где только одна грудь, а головы нет, тут тоже не надо снимать, то есть голову не обрезайте своим интервьюируемым. And who did it 100% right? Olya asked me for some tips. I sent her the tips and bang, this is exactly how you film a greeting when you're doing it on your own, or even if someone's holding it for you. She's in front of a great background. She's in the middle. She's perfect, not too much headroom, just enough. This is perfect. Ну и, короче, и вот, если мы искали идеальный, как говорится, пример, чтобы показать, как надо снимать вот такие маленькие, короткие видео приветствия. Вот у нас Оля Эпштейн со своим, как говорится, прекрасным фоном на фоне книжной полки, да, где она находится ровно по центру, посередине, скажем, картинки, да, как бы не слишком много пространства, над головой у нее остается, как говорим, ну и не обрезана голова, то есть, ну, вот идеальный, как говорится, пример того, как надо снимать такие видео. Оля предварительно писала, как бы, Кейт спрашивала у нее совета, Кейт ей набросала, как бы, этих советов, и вот видите, как результат, какое хорошее видео получилось. I hope I didn't embarrass you, Ola, but I looked online and that was so good. Видишь, Оля, никто тебя не хотел смущать, но слишком хорошо получилось, чтобы не показывать ему. That's okay. Thank you. Final step, post-production, scripting and editing. И, как говорится, последний этап, да, после уже самой съемки. Это, как бы, скажем, как это, создание, ну, грубо говоря, всего сценария, да, построение всего сценария и редактирование. Scripting or rescripting. Tell the story. You just filmed all this good stuff. Tell me what happened. And that's what you put in your script. Ну, сценарий, создание сценария, написание сценария. Это история. Расскажите мне историю, как бы, расскажите мне, как бы, что происходит, ну, и используя, естественно, как бы, тот видеоматериал, который вы сняли. If you scripted it in advance because you're using a narrator, you can just drop in the sound bites and see if you need to readjust the script. And if you're only using sound bites, you can just organize, reorganize,
move them around to try to fit your story. Смотрите, если вы как бы, если вы заранее написали сценарий, да, как бы, и затем используете уже просто, ну, наложение звука, да, как бы закадровую озвучку, как бы, вы можете как бы по ходу, ну, делать такие своего рода вкрапления речи, ну, скажем так, непосредственной, как говорится, прямой речи участников каких-то, да. А если же вы делали как бы съемку, где вы не использовали закадровые наложения или закадровую озвучку, а просто, как говорится, использовали речь самих действующих лиц сюжета, вы, опять же, можете их как бы, ну, организовать, ну, немножко по-разному, да, как бы переставить, как говорит, ну, грубо говоря, типа переставить в зависимости от того плана, да, от той идеи, которую вы хотите донести. Okay? And remember, it's okay if the script changes. Sometimes you go in and you say, this is the script. You go to the shoot and you realize, this is different. That's okay. Whatever story you see there, that's the story you want to tell. Смотрите, как бы, и иногда, ну, более того, как бы это нормальный, естественный процесс, иногда сценарий, как говорится, претерпевает изменения, да, вы вот написали такой прекрасный, как бы, план, да, сценарий, типа, и потом вы провели, ну, реальную уже съемку, да, как бы сделали, и вы понимаете, что, ну, история другая, ну, соответственно, как бы вам нужно тогда подстроить, как бы, подогнать сценарий, да, под реальную историю, потому что, собственно, реальная история это и есть то, что вы хотите показать. When it comes to editing, one of the easiest things to do is just string out the sound bites, the different sound bites you got from your interviewees, place them one after each other on a timeline, and call it a rough cut. No music, no footage, just the sound bites, whether you're using iMovie, Adobe Premiere, any system, place them in the system and just finesse them and see how they sound. Окей. Самый, значит, как бы редактирование, да? Самый простой способ, скажем, формирования и редактирования как бы такого видео, это выстроить, скажем, выстраивать ну, интервью, да, участника там, скажем, типа там, тех, кто повествующих, как бы, да, типа участников сюжета в определенном порядке. Одного следующим за другим, как бы, да, так, как вы себе это планируете. Никакой музыки не использовать, никакой, как говорится, дополнительный, ну, закадровый материал, никакого, как бы, никакой съемки, как бы, да, типа, вы просто, как бы, строите или именно ставите, как бы, в определенном порядке, как вы себе решили эти, ну, скажем, интервью. Okay? The rough cut is the first draft. Sometimes it takes several drafts until you finish. But what you want to do is save each version. Because let's say you're on your third version and you say to yourself, oh no, I liked the first version better. You want to make sure you can go back to the first version. So save each version, copy it, and then move on. Смотрите, девочки, то есть как бы уже дальше, когда будет своего рода, ну, как это, вернее, не дальше, скажем, забудьте, скажем, вот это такая грубое, ну, грубое редактирование, да, самое первоначальное редактирование, как бы, в принципе, как бы это основная начальная стадия, да, как бы, на которой вы, скажем, типа, доводите до совершенства какого-то, типа, там, да, плюс-минус, скажем, тот материал, который у вас есть, как бы, вы его обрезаете, вы, как бы, его выстраиваете в нужном порядке, но, что бы вы ни делали, как бы, в этом процессе, вы должны сохранять все варианты, да, потому что, например, вы, как бы, дойдя до третьего варианта, да, вот вы уже, как бы, переставили все в таком уже 25-м порядке, как бы, и вот у вас третий вариант, как бы, видео получился, и вдруг вы на него смотрите и думаете, черт, первый мне нравился больше, а он у вас не сохранен. Поэтому сохраняйте, пожалуйста, все варианты для того, чтобы была возможность, как говорится, вернуться к тому, что, ну, если, как говорится, в процессе окажется, что то, что вы доусовершенствовали, хуже, чем то, что было в начале. Okay? How long should your video be? That is the TRT, the total runtime, and it depends. Social media could be really short, 30 seconds to 2 minutes and 20 seconds. Online, maybe 30 seconds to 3.5 minutes, but you don't want to take too much time to get your story out because we all, frankly, have limited attention spans. Смотрите, как бы, дальше, следующий момент, это как долго сколько должно длиться видео, да? Ну, то есть это вот
как бы total runtime, общая продолжительность видео. Общая продолжительность видео может разниться в зависимости от аудитории, от места, где вы его транслируете, как бы, ну, например, как бы в социальных сетях это может быть вообще очень малюсенькое, коротенькое видео, 30 секунд, на 30 секунд видите, это 2,5 практически минут. Вот, ну, он как бы, ну, вот онлайн, да, какие-то, типа там видео 30 секунд до 3,5 минут, ну, грубо говоря, то есть вы должны понимать, что на самом деле они должны быть не слишком длинные, достаточно короткие, потому что у всех нас, как бы, как это сказать, фокус внимания мы удерживаем не так долго. The exception when you're playing the video in person and you're honoring someone for two reasons. It can be longer. Sometimes we've gone 5 minutes. Sometimes we've gone 8 or 9 minutes if we're honoring several people. And you can be longer because you have a captive audience. They're there to be honoring these individuals. And if they've paid for their dinner, they're not going to leave. They're going to sit and watch the video. Окей, все. Смотрите, девочки, исключением, как бы в случае, ну, имеется в виду времени, продолжительности видео, является видео, где мы, как говорится, воздаем дань уважения кому-то, да, там, ну, где мы, скажем так, в таких ситуациях. То есть такие видео, как бы, где мы кого-то, ну, грубо говоря, восхваляем, да, типа, могут длиться от 5 даже до 8 минут, да, то есть это могут быть достаточно длительные видео. Ну, прежде всего, как бы, потому что если человек, как говорится, не в последнюю очередь, если человек знает, что его будут показывать на этом видео, он как бы, или там она заплатили за ужин, за участие в этом мероприятии, они будут обязательно сидеть и смотреть как бы это видео. Так что, в принципе, такие видео могут быть длиннее, и человек не спрыгнет с него, как говорится, не уйдет после 30 секунд. Okay? After you've got your sound bites together, remember to add B-roll. This is the fun part. A picture is worth 1,000 words, and B-roll gives you those extra pictures. Угу. Значит, после того, как вы уже свели кучу все, как говорится, всех людей, которые давали интервью, да, все вот эти, как бы, всех говорящих, дальше не забудьте добавить уже вот этот, как бы, материал, который вы сняли для закадрового фона, потому что, как говорится, любая картинка стоит 1000 слов, да. So if Olya is talking about a Torah study class, let's not just see Olya talking about it. Let's show video of the actual class. Смотрите, если бы Оля говорила о занятии по изучению Торы, то нужно не Олю все время показывать, просто говорящую Олю, да, типа как бы, а показать как бы параллельно занятия по изучению Торы. And you can use photos, maps, graphics, anything to illustrate what the person is saying, so that viewers aren't just looking at a person's face, they're looking at what they're hearing about. То есть, как бы, и для этого, скажем, для этой цели вы можете использовать, ну, что угодно. Вы можете использовать фотографии, вы можете использовать графику, вы можете использовать арты, ну, в общем, что угодно для того, чтобы продемонстрировать то, о чем человек в данный момент говорит, типа для того, чтобы зацепить зрителя картинкой. Okay. When you're almost done, once you've got this thing strung out, you really like how it's looking, add music if appropriate, because music can help create a mood. It can draw a viewer into the story. It can add rhythm for editing. Just make sure that you're not using copyrighted music. You want to use what's called royalty-free music that you pay for because you don't want to get caught in a copy infringement lawsuit. Смотрите, как бы, когда уже все вы выстроили, всю картинку прямо, ну, красивенько вы уже построили, да, как бы, ну, желательно добавить музыку. Ну, если, скажем так, если, конечно, она там уместна, да, потому что музыка создает какое-то настроение, да, как бы, она может вовлечь вас в эту историю, как бы, каким-то образом, да, она добавляет какой-то, ну, я не знаю, какой-то ритм, да, своего рода, как бы, задает тон истории, как бы. И единственный, как бы, момент, вы должны, используя музыку, вы должны как бы брать такую музыку, которая, как говорится, бесплатная, да, не требует авторских выплат, для того, чтобы вас потом как бы где-нибудь не поймали за нарушение авторских прав в суде. We have about 3 more slides, but first I want to show you quickly, and you can hear quickly, the difference music makes. I'm going to play 10 seconds of this first video honoring Barbara. It didn't have words, it just had images and text on screen. No music first. Okay. Смотрите, как бы мы уже практически заканчиваем, у нас осталось несколько слайдов, но прежде чем мы перейдем к завершающим слайдам, как бы Кейт хочет вам показать как бы несколько
ну, вот два буквально видео, в которых музыка и сыграла, ну, реально очень действительно весомую роль. В первом это мы как бы воздавали дань уважения Барбаре, да, как бы здесь вообще практически, ну, здесь никаких нету слов, просто как бы картинка и музыка. Okay? Barbara looks beautiful. Everyone's all dressed up, but it's not a very exciting video. Барбара выглядит хорошо, да, типа все красиво одеты, но видео как бы, ну, такое не впечатляющее. Now listen, now watch with music. А теперь смотрите, как это звучит, как это выглядит с музыкой. So you can see and hear the difference. One is a little bit more fun to watch than the other. Ну, вы видите как бы очевидную разницу. Одно явно более интересно смотреть, чем другое. We are down to our last couple of slides. If you have the ability to put on graphics, things on the screen to kind of make it look very PK branded, that's always a good idea to do, and to consider the color and font guide that Project Kesher uses, our colors and which fonts we use. Смотрите, как бы, девочки, ну, то есть последние несколько моментов касаются графики, да, как бы, ну, брендинга, ну, как говорится, смотрите, если у вас есть возможность, и если как бы, ну, как это уместно использовать цвета и шрифт, которые характерны для, ну, мы говорим здесь про проект Kesher, то есть для проекта Kesher, делайте это. То есть как бы старайтесь использовать графические возможности как бы для того, чтобы показать, ну, своего рода, что это наш бренд, да, как бы, что это наше, ну, наше видео. Okay? Four main graphics to consider. The open, that's what starts the video. The close, what ends the video. Lower thirds, which are the names of people, and locators, which literally tell viewers where you are or where the video was taken. Смотрите, 4 основных пункта, которые, ну, скажем, о которых мы здесь можем говорить. Это начало, как начинается видео, то есть, ну, грубо говоря, типа старт, да, как оно, скажем так, типа, потом, значит, завершение его, как оно, скажем, типа, закончится, да, типа, какая картинка будет, титры, ну, то, что будет, как говорится, написано внизу, какая строка будет идти, да, текстовая информация, и, ну, буквально, скажем так, типа, место, указание места, в котором происходило все это действие. Okay. Here's an example of an open. Вот примеры, смотрите, примеры, как начинается видео. That appears before the video. Here's an example of a close after the video ends. А это уже завершает видео. Anytime you close a video, it's always nice to brand it with Project Kesher, or if there's a call to action, if it's go get a mammogram, or if it's become financially literate, or if it's just sending people to our website. It's nice to brand it and let everyone know that they were watching a video that Project Kesher produced. Смотрите, как бы всегда, когда вы заканчиваете какое-то видео, очень хорошо, как бы, скажем так, завершить его такой брендовой информацией, ну, скажем, типа, касающейся деятельности, ну, касающейся основных моментов, скажем, этой организации, да, вот, например, как здесь, то есть, либо же вы показываете, что это проект Kesher, да, что это как бы наша организация, либо же второй момент, вы можете, это быть своего рода призыв к действию, да, если мы там говорим, например, типа о женском здоровье, то, например, типа пойди и сделай маммограмму, да, типа того, что как бы, либо же это может быть просто информация, отсылающая вас к веб-сайту организации, но так или иначе это должна быть какая-то там информация, указывающая на эту организацию. These things also give our viewers, give our videos a look of continuity, so that when people know when they're watching something that's us, it gives us a uniformity and a continuity that aligns with our brand. Ну и помимо всего прочего, скажем, это как бы такой, скажем так, эта картинка является своего рода связующим звеном, которое, знаете, как когда-то говорили, красной нитью проходит, да, через все наши, как бы, нашу деятельность, наши мероприятия, она показывает, что это наш бренд. Мы, как говорится, это лицо нашего бренда, нашей организации.
Real quick, a locator, literally where you are. In this video, we were showing, the video on the left, we were showing a Torah return, and it was in Ukraine. So we put a little graphic that said Torah return in a part of Ukraine whose name I cannot say. Смотрите, как бы, ну вот то, что мы говорили на предыдущем слайде, было написано, да, там, 4-м пунктом, указать место, где происходило мероприятие. Вот слева, да, это как бы проект возвращения Торы домой, и он проходил на Украине, и Карен говорит, в городе, который, может, я не могу выговорить, в Запорожье, короче, это было. Вот вверху на этой строчечке все написано. Написано, что проект возвращения Торы домой, Запорожье, Украина. То есть место указано. If you're in Moscow, say Moscow. If you're in Tel Aviv, say Tel Aviv. If you're in New York City, you can put New York City. Wherever you are, let the viewer know where you're at. Ну, то есть, грубо говоря, вы в Москве, укажите там, что это Москва, в Тель-Авиве, напишите Тель-Авив, Нью-Йорк, Нью-Йорк. То есть, как бы, просто покажите, дайте зрителю возможность понять, где вы находитесь. Finally, it's always good to identify the person speaking in the video. So on the right, you see Ezra Ellenberg, who is Barbara Glickstein's son. Barbara knew that was her son. Barbara's friends knew that was her son. But people watching the video at the benefit wouldn't know that was Barbara's son unless we told them, this is Ezra, Barbara's son. So it's great to acknowledge the people that you've interviewed so they know who they are, so everyone else, well, they know who they are. So everyone else knows who's speaking. Окей, смотрите, как бы внизу, да, вот как бы уже информация о самом, ну вот на картинке справа, да, подстрочник, да, указывает информацию о человеке, который говорит. Ну, там написано, скажем, Эзра Элленберг, это сын Барбары Гликстейн. Естественно, Барбара как бы знала, что это ее сын, как бы ее друзья, понятное дело, тоже знают, что это сын Барбары Гликстейн. Но остальные люди, которые, ну, скажем, там, участвуют в каком-то мероприятии, естественно, что они, как бы, если бы не было здесь это написано, как бы они бы не знали, что это сын Барбары, ну, как бы, кто это такой вообще, да, что это Эзра Элленберг. Соответственно, как бы мы, ну, воздаем дань уважения человеку, который говорит, указывая, как бы, эту информацию, ну, и, как бы, даем возможность другим понять, говорит, как бы, он сам, конечно, знает, кто он, но все остальные, кто не знает, как раз вот прочитают и будут знать, кто это такой. And that, my friends, is it. You are ready to go make a video. Make it a good one. Так, ну вот и все. Все, вы готовы. Вы, как говорится, уже готовы, ну, созревшие операторы. То есть идите и снимайте видео. I'd love to hear any questions you have, if you have any. I know that ran a little long. I apologize. But one thing you also should just remember is not everything goes right on a video shoot. Not everything is perfect, and it's okay. You might hear a jackhammer. I'm in New York City. It might rain on your sunny background, but you just do what you can to make the best video you can with the material you have. Yeah. Смотрите, как вот, девочки, ну, то есть, если у вас есть как-то, ну, я извиняюсь, во-первых, приношу извинения за то, что немножко затянула, как бы, свое видео, да, как бы оно чуть дольше, свою презентацию, да, как бы, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, вот, и я хочу сказать, что, ну, основной, как бы, грубо говоря, посыл, да, это типа, что не все идет идеально, да, когда не все будет идеально, когда будете снимать видео, и это, как бы, нормально. Это естественно, может, как говорится, самолет пролететь, может дождь пойти и так далее. Просто старайтесь сделать лучшее и извлечь из той ситуации, в которой вы находитесь, и все будет хорошо. Thank you, Kate. And also, final words, don't be afraid to have fun. You can be a little goofy. People like mistakes. People like real people, authentic people. Nothing has to be perfect. И напоследок хочу вам сказать, то есть как бы не бойтесь быть, во-первых, не бойтесь получать удовольствие, то есть как бы получайте удовольствие от процесса, от того, что вы снимаете, как бы не бойтесь быть неуклюжими немножко. Люди любят, как бы, когда кто-то немножко, как говорится, ну где-то неуклюж, где-то делает ошибки, скажем, это, ну, будьте собой, будьте настоящими, и, ну, тогда у вас все получится. Есть вопросы какие-то, девочки? Нет? Есть вопрос внизу здесь. Я не могу читать вопросы и переводить. Кто-нибудь Важны ли меня? переходы от кадра к другому кадру видео? Какие эффекты сейчас в тренде? И каким редактором пользуется Кейт при монтировании ролика? Где ты это видишь?
Марина Мордухович спрашивает. В чате Марина Мордухович задала вопрос. Сейчас, подожди, не, я просто пытаюсь подняться. Так, это в начале. Могу озвучить. Это в На английском, да, сразу? Не, я просто пытаюсь, я просто как бы не особо слушаю, так, где Марина. Вот каким видеоредактором, да, программ пользуетесь? Да, типа прямо интересно, важны ли переходы от кадра к кадру. Марина, что имеете в виду переходы от кадра к кадру? Типа, Ну, это технические такие, это как ты выстраиваешь видеоряд. То есть переход от одного кадра к другому, от видео к другому видео. То есть есть ли какие-то тренды, что модно сейчас, ну, то есть что вот принято. Here is a question from Marina Mordukhovich. So first of all, thank you very much for your presentation. It was both interesting and fun, like really was great. Thank you so much. Here is a question. So what video, what editor, what video editing software, what program do you use personally? Yes, so that's not the end of the question. So, how important it is to, when you are, for instance, when you are bringing out when you line out the video, so how important it is to have smooth transition between these shots, so and how you can achieve this, and и что еще? Там было последнее, важны ли переходы, какие эффекты, and what maybe special effects are now in trend, are now kind of popular or something like this. So I happen to edit on Adobe, but I have edited on Final Cut Pro before. iMovie, if you have a Mac, if you have an Apple computer, iMovie, and there's some other ones that I'm trying to think. There's one I think that starts with a D that many people use, where DaVinci I think is really popular. Any of them can be good if you know how to use them. I'm not the savviest editor, and I just do trial and error. Okay. Смотрите, Марина, значит, Кейт, какие называют, она говорит, Dolby, да, она чаще всего использует, да, если у тебя, Apple, да, компьютер, то тогда iMovie, по-моему, такой, и, по-моему, DaVinci. Кейт, она сама говорит, я не помню, вроде DaVinci называется, Кейт говорит, я не самый, возможно, такой, типа, там, замысловатый пользователь этих, уже, но, в принципе, это те, которые популярны достаточно. Okay? And mostly, sometimes I ask my son, who just walked by. Sometimes he knows an effect because he's 11 years old and they seem to know everything that I don't know. But often there's just a button you can press for transition, video transition, white flash. Окей. Иногда, она говорит, вот видела, там за спиной только что пробежал ее сын, она говорит, иногда я его спрашиваю по поводу спецэффектов, потому что эта молодежь, она знает все лучше, чем мы, он просто знает, говорит, что надо нажать на эту кнопку, и тут раз переход плавный от одного видеокадра к другому, да, или же, например, вспышка какая-то, или что-то еще, то есть вот такие моменты. Okay. And candidly, I don't know how to do a lot of graphic stuff. I usually have to ask a friend. That's something I want to learn to do and will likely take a class. But when I don't know how to do something, I ask a friend and say, hey, can you please make me this open? Hey, can you please show me how to do this close? Because it's hard if that's not my day job. It's hard and you just try. Okay. Смотри, и последнее, иногда, скажем, я не очень хороша в графических, моментах, да, в графическом оформлении видео, поэтому если что-то такое, мне надо, и я не знаю, как это делать, я прошу своих друзей, друга или подругу, я говорю, ой, пожалуйста, помоги мне, сделать вступительную часть, или помоги мне сделать заключительную часть, потому что если это не часть твоей, повседневной работы, это не так просто. Кейт говорит, я собираюсь научиться, там где-то на курсы, на какие-то, типа, там пойти, но пока просит друзей. Кейт? What I can suggest is that if, for those of you who make videos, and you don't have to know how to do everything, but if you have a friend who's good at graphic design, or if you have somebody who has a really good eye, a few people working on a project doing what they know how to do is good. Normally, I like to just be out in the field asking questions. I've learned to edit because sometimes I can't afford an editor. So, but the more people you can ask and whose brains you can tap for information, the better. Смотрите, и в общем-то, отсюда,
плавно переходя к такому моменту, вы не должны уметь делать все. Ну, как бы, вы не должны, как бы, быть такими шестируким, да, как говорится, Шивой. Там, потому что, как бы, если у вас есть специалист, классный специалист, там, друг или знакомый, типа, который занимается реально, ну, классно разбираться в графическом дизайне, да, как бы, упрости его. Или есть просто хороший знакомый, у которого, такой наметанный взгляд, да, хороший глаз, как говорится, да, типа, он четко видит, может помочь вам с этим, как бы. Ну, Кейт говорит, я в основном, как бы, моя основная, скажем, там, фишка, да, это брать интервью, задавать вопросы, да, типа, как бы, снимать это. И мне еще пришлось научиться хорошо редактировать видео, потому что, как бы, иногда редактирование стоит слишком дорого, и, как говорится, ну, проще делать это, как это не проще, легче делать это самому, как бы. Но в целом, чем больше людей вы привлечете, ну, как говорится, к созданию видео, тем более качественно, тем более профессиональных людей имеется в виду, тем более качественно оно получится. Galia, begging helps. Chris, can you please make this graphic for me? That didn't translate. Ну, короче, поняли, да, типа там падаете на колени, молитесь, просите, типа там, пожалуйста, пожалуйста, сделай для меня вот этот графический момент. Можно быстрый, короткий вопрос? Нужно, насколько субтитры, даже если, ну, понятно, когда с русского на английский, субтитры понятно для чего, а нужны ли субтитры, когда как бы в параллель, когда идет вот кто-то говорит, и нужно ли пускать субтитры, отвлекает это или наоборот, ну, да, еще больше привлекает, то есть на что обращается внимание? So here is a question, one short question, so Kate, I don't know if the answer will be as short. So, I mean, Elena is asking, so, for instance, there is a video, yeah, so, and it's not in the language you speak, yeah, so should you use, I mean, like, should you use subtitles all the time, yeah, so, or so, whether it distracts your attention, how do you think? So is it better to have, like, I don't know, to have voice, yeah, so to dub it, yeah, so, or is it better to put subtitles, so whether it distracts attention or not? So we should. Great question. And I meant to mention subtitles because there were subtitles on one of the videos that I showed. Отличный вопрос, Лена, очень тема, потому что я хотела там что-то проговорить про субтитры и забыла про это. Потому что, помнишь, на одном из видео, которое она показывала, ну, если вы помните, там были субтитры где-то. Okay. So thank you for reminding me. It is depending on the situation. The reality is it's hard to find people to do voiceovers in 4 or 5 different languages for each video. Candidly, our organization usually, not always, usually doesn't have the money to pay 4 different voiceover artists and to do 4 different videos. So while it's nice to hear the native voice, sometimes subtitles are easier, quicker, and cheaper. Yeah. Смотрите, ну, как бы, Лена, по поводу субтитров, по поводу, типа, озвучки, да, как бы, типа, потому что, ну, естественно, лучше всего озвучка, а не субтитры, да, как бы, закадровое, ну, даже не то, что дублирование, грубо говоря, типа, но дублирование, это достаточно, чтобы ты понимала, как бы, кропотливая, достаточно дорогая работа. И иногда у нас, ну, не всегда, ну, как бы, иногда мы это делаем, но чаще пользуемся субтитрами. Почему? Потому что иногда просто недостаточно денег, как бы, для того, чтобы сделать наложение, например, 4 различных языков, да, как бы, ну, типа, разные, 4 разные, как бы, типа, и, ну, скажем, и, соответственно, как бы, субтитры это дешевле, проще, легче. What I would do is defer to the language that most of the people watching the video speak. So if you're in Russia and you're making a video, do it in Russian. And if somebody in America wants to use it, we can ask you for the translations and we'll make subtitles. Or if you can make them for us. Similarly in Israel, similarly in wherever you are. Ну, основная идея такова, что, ну, делайте видео на том языке, на котором говорит большинство людей вашей аудитории, да, скажем, на кого оно направлено. Если это в России, если это в России, то на русском языке, ну, и мы уже, если будем использовать его в Америке, соответственно, субтитры английские поставим. Если в Израиле, то там на иврите, естественно, как бы, и в Америке на английском языке и так далее. And I can do some more research on this, but I think there are also some good translation services to help with subtitles. I don't know them offhand, honestly, but every day there's a new service coming up to help with video. Yeah. So if there's not one of those now, there will be tomorrow.
Ну, и Кейт говорит, я не настолько хорошо как бы знаю, скажем, какие ресурсы, да, есть по поводу того, чтобы, например, автоматически переводят видео, да, как бы уже их трансформируют, ну, подают какие-то субтитры, да, как бы, но не знаю, как бы могу поискать, как бы могу посмотреть, что такое есть, но если даже сейчас нету таких, насколько сейчас технологии быстро развиваются, насколько каждый день что-то новое появляется, что если, как говорится, вчера еще не было, то может завтра уже будет. Еще у кого-то? Thank you, Kate. Thank you. Thank you so much. Thank you. And if any of you ever have questions, I might not always have the answers, but I have a good network of people who know the things that I do not know. So if anyone's working on a video, literally, you can contact me day or night. And if I do not have the answer, I will find someone who can help you with the answer. Or if you want to talk out a video idea, I know you've got great resources where you are, but know that I'm always here and happy to jump on a Zoom or a Skype. Смотрите, девочки, ну, как бы основное, завершая наш разговор, да, как говорит, я хочу сказать, что вы можете ко мне обратиться, ну, когда будете снимать видео какое-то там по любому вопросу. Я, конечно, не знаю сама ответы на все вопросы, но у меня как бы огромное количество знакомых, да, скажем, к которым я могу обратиться, и они могут помочь, ну, скажем, типа, решить тот или иной вопрос, да, что можете писать, там, начнете творить, как говорится, можете писать днем, ночью, как бы Кейт найдет как бы возможность ответить вам и помочь. Я понимаю, она говорит, что есть у вас свои местные ресурсы хорошие, как бы, но если нужно, обращайтесь, пожалуйста, буду рада вам помочь. Есть еще вопросы или все? Уже нету? It was amazing. Thank you so much. Thank you. And for those of you who I've met already in person, I can't wait to see you again in person. And for those of you who I only know on Zoom and Skype, I look forward to coming back to the region and meeting you personally. It has been too long. Спасибо огромное всем за участие. Спасибо. Кейт говорит, что я хотела бы, скажем так, буду рада опять когда-нибудь в скором времени увидеть всех тех, кого знаю, снова увидеть, как говорится, вживую, да, как бы, а тех, кого я до сих пор как бы видела только в Zoom, да, или онлайн, то с теми наконец-то познакомлюсь, и мы как бы встретимся с вами и сможем пообщаться в личку. Kate, thank you very much. It was a really great presentation. Thank you so much. So, and like, good health to all of you. Да, всем отличного здоровья, не болейте и всего самого.